Курочка, ребят. Смотрите, какая курочка. Шесть часов вечера, ребят. Мы на реке. Стемнело, но все-таки еще хоть чуть-чуть что-то видно. И ваша Юлька здесь сидит. Костерчик-то надо развести. Может, найдем сейчас какую-нибудь опавшую деревяшку. Есть. Вот так. Пару штучек. Раз. Тут у кого-то было кострище, как видите. Мы сейчас его немножко выровняем. Поровняем камушки, положим поближе. Сюда. Вот сюда. Если получится вот сюда. Сначала маленькие, потом чуть-чуть побольше. Выкладываем. Я сейчас троху наструхаю небольших дровишек. Быстрый способ разжечь, ребят, костер — это иметь с собой вот такую вот горелку. Сейчас попробуем распалить. Когда вижу уже, что начинает схватываться сосна, начинаю подкидывать и вот эти уже веточки. Вот это дерево тоже сухое, оно, видите, упало его. То ли короед съел, то ли что там. 20 минуточек. Костер, немножко дровишек для него готово при помощи вот такой вот прекрасной штуки от Redberg. Пилочка, вообще, которую можно использовать не только на активном отдыхе, но и в хозяйстве. Пилите и сучки, что-то еще. Вот такая удобная штука. Правда, вот здесь вот эта кнопочка, да, вот это покрытие я со временем своим пальцем испортила, своими ногтями. Ну ничего, главное, что работает. Заготовила себе пока 5 тычек. Вот они у меня здесь сейчас лежит. 2, 3, 4, 5. Из упавших, конечно, деревьев. Здесь у меня вообще монтаж простой. Получается, что между стопорами заключен груз. И вот здесь вот у меня коротенький поводочек с крючочком. Крючки везде разные, потому что я разные везде пробую. Во-первых, нужно понять, где есть на лимья дорога. На такой рыбалке я использую вот такие колокольчики. Ну, если, конечно, не ставлю закидушки. 2. Я использую сейчас навозного червя. Можно использовать дендробену, можно выползка, можно пробовать ставить всякие креветки, кусочки рыбки. Но у меня сейчас с собой есть только червячок. Отличие налима вот сама заключается в том, что налим абсолютно не боится металла и острых предметов. Вообще. Его даже ловят на ерша, ребят. Здесь есть такая хорошенькая коряшка. Вот тут вот торчит. В таких местах очень любят обитать налим. Главное нам сразу сейчас не зацепиться. Опа, вот так. Тычку сюда, в землю. Вторую тычку. Давайте куда-нибудь вот сюда. Ну, вот эту вешается само мотовило. На эту леска. Бросаем сюда. Ух, хорошее местечко. Ой, хорошее местечко, ребята. Очень хорошее. Я надеюсь, что мы сразу не зацепимся. Через полчасика проверим. Через полчасика проверим и поймем. Раскручиваться, если что, будет свободно. И мне нужен вот такой вот, да, колокольчик. Все. Это что такое? Класс, смотри.
Вот, и очередная у меня закидушечка. Вешаем колокольчик. Все, вот так вот устанавливаются закидушки. Легко и просто. Из года в год можно менять. Крючки, в принципе, леска долго служит. Еще одно место обрывистое, такое интересное. Я спускаюсь сюда вниз. Ноги тоже чьи-то есть, видите? Песик. Вот кто здесь был. Песик. И ловили рыбку, наверное, тоже. Да, кострик хорошо взялся вообще. Пока успеваю подкидывать. Вот такой вот лагерь, ребят, уже со стороны. Прицепчик здесь стоит. Здесь вот такая красотища. Тычечка. Закидушечка. Я иду вдоль береговой линии вверх по течению. Ну, здесь видно все время кто-то ходит, бродит. Сюда хлоп, все. Нифига здесь глубины нема. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, следите за обновлениями. Друзья, очередная рыбалка, очередной выезд. Сегодня я нахожусь в реке Западная Березина и приехала рыбачить сюда на 2 ночи, на 2 дня и буду пытаться поймать налима. Я знаю, что у меня очень много смотрят детей, что у меня есть взрослые подписчики. И многие смотрели мой канал, потому что на нем есть собака. 5 ноября Рамсика, к сожалению, ребят, не стало. Те, кто следил за каналом, знали, что он болел. Собака с 5 лет перенесла 3 операции. 2 операции на брюшную полость, 1 операцию на лапку. Ему удаляли опухоль, которая оказалась раковой. Прошло, наверное, с того момента, как удалили опухоль, 3 года. И, к сожалению, нашей собаке стало становиться хуже. Нам очень его сейчас не хватает. И единственное, что я могу вам сейчас сказать, это цените каждый момент и цените того, кто сейчас находится с вами рядом. Будь то животное, будь то человек. Потому что сегодня кто-то есть, а завтра его нет. И вы ничего не можете с этим поделать. Также я хотела бы обратиться к тому, кто хочет завести такую же собаку, как была у меня немецкая овчарка. Это уже не первый опыт владения немецкой овчаркой. Я могу вам сказать, что, ребят, это очень тяжелая порода. Не по воспитанию. Это очень тяжелая порода по здоровью. К сожалению, порода очень сильно испорчена. И вы должны понимать, что это большие деньги. Это большие заботы, это постоянное волнение за то, что что-то случится, за что-то, то, что становится что-то не. Наша собака для нас была самым лучшим другом. Это была наша защита. Он проводил с нами каждый день, он не оставался вообще один, потому что у нас была возможность, чтобы так было. Наша собака была счастлива, мы везде его брали с собой. Если он болел, мы всегда ему помогали. Маленькие зрители, не переживайте. Рамсик на радуге, Рамсик на облачках. У него все хорошо. Он самая счастливая собака был и остался. И я в это верю. Еще одно интересное место. Я приняла решение все-таки сделать еще одну закидушечку, поставить сюда. А вдруг... И знаете, вот не буду далеко, а где-нибудь вот прям вот здесь. Опа, не пошло. Опа. Так. Опа. Закидушки заброшены, костер горит. Впереди ночь. Тут дремучий лес, просто нереально. Я не знаю, как мы сюда смогли заехать. Честно, казалось уже почти в конце пути, казалось, что все-таки не доберемся до реки. Но мы добрались. Перекус небольшой, потом что-нибудь вкусненькое можно приготовить.
Ну что я проголодалась. Самое главное, что здесь не работает интернет. Вообще. Это полный детокс от социальных сетей. Ха, это круто. Вкуснятина. Надо вкусненькое что-то скушать себя, да, побаловать. Соберем сейчас треногу и сварим вкусняшку. Сейчас, ребятки, будем варить креветки на костре, поэтому нам нужна тренога костровая. И на нее мы разместим вот такой вот прекрасный котелочек. Сейчас подготовим то, что потребуется, то, что будем варить. Вот такие вот. Раз и два. И оп, лавровый листик. Лавровый лист. Можно два вот так. Да. А несколько листиков прям вот так. Перчик. Развалим тут немножко на дрова одну эту штуковину, и можно будет спокойно возле кострика посидеть, покушать. Вообще огонек просто рубится. Видите? Все, можно, ребят, даже не перекладывать, прямо отсюда и кушать. Сейчас покушаем, попьем, может, чайку или кофе. Ребята, пора спать, отдыхать. День тяжелый, неделя тяжелая очень. Очень. Маленькие я люблю больше, чем королевские, потому что у них другой вкус. Мы собираемся еще перед сном почаевничать, поэтому сейчас заварим зеленый чай. Горячая, может, троху. Вот так вот, ребят. Почти 11 часов ночи. На реке очень тихо. Очень. Блин, это дальше. Это дальше, это дальше. Который? Не могу понять, левый. Неужели рыба? Не может быть. Да. Сошел,
Какая-то рыба, белая была. Сошла. Фу, блин. Я почувствовала, наверное, какая-нибудь густера, может, плотва. Руки трясутся так, как будто на реке ловлю первый раз. Поклевка произошла на входе в поворот. Наверное, это была какая-то белая рыба, потому что, очень сильно била. Обычно налим он так себя, не ведет. Короче, когда клюет налим, считается, что нужно дать ему заглотить. Подождать. А тут прям и куда-то вправо пошла рыба. Место очень дикое, поэтому, ребят, нужно постоянно поддерживать костер, чтобы боялись дикие животные, естественно. У меня подписчик, если вы меня смотрите в Инстаграм, спрашивал, что лучше купить, печь или генератор, или как там его называют, который работает на бензине. Так вот, я вам могу сказать, если я не ошибаюсь, то на генераторе кушать точно не приготовишь. А видите, как хорошо, когда есть печка, и ее можно использовать не только как источник тепла для обогрева палатки или бани, но и как настоящую плиту. И вам не нужно даже использовать никакого газа, ни газовых горелок, ничего. Вода нагревается до кипятка. Кушать можно приготовить. Поджарить мясо, поджарить картошку. Главное поддерживать горение в самой печи. Доброе утро. Вот так прошла ночь. Быстро спали. Не проверяла еще закидушки. Сейчас пойду проверю. Соберу. Сегодня хочу попробовать половить на фидер. Если совсем ничего не будет получаться, ходить со спиннингом. Но вообще цель этой поездки — это просто отдохнуть, наверное. Осеннее утро отличается вот этим вот оранжевым цветом. Всегда, где бы вы ни находились. Где-то, ребята, у меня тут колокольчик срабатывает, а где? Я не могу понять. То ли ближе к лагерю, то ли... Но где-то что-то дергает. Сейчас пойдем проверять все закидушки. Сзади просто наигустейший лес. Вы просто не представляете, в какой дичи мы сейчас находимся. Очень дикие места, очень нереально просто. Колокольчик даже не буду снимать. Опа. Посмотрим, хотя бы объела или нет. Ой, ребятки, налим! Налимчик! Ребятки, малыш, смотрите, какой хороший. Смотрите, какой хороший малышок. Малышок. Так это мог бы быть большой ночью клюнуть. Ребята, это налим. Налимяо. Класс. Вообще. Значит, он все-таки здесь есть. Иду вниз, чтобы такого малыша, конечно, отпустить, ребятки. Маленький ребенок налима, но это значит, что он здесь есть. И мы его отпускаем. Пошел. Плыви, дружище, пошел, красавчик. На этот, ребят, ночью была шикарная поклевка, конечно. Но я не вытянула, потому что я сразу не пошла вот сюда вытягивать. И у меня все пошло, так сказать, не по плану. Опа. И здесь даже не объел. Наживляю червячка и заброшу, ребят, в то место, где был налимчик. Сегодня целый день пасмурно, поэтому он может клюнуть.
Следующее. Ох, вправо снесло. Снесло мне тут вправо. Опа, травой, видите? Сколько тут травы. Ого. И ни одной поклевки, ребят. Все, это пустое место. Здесь можно уже, даже не пытаться не ставить. Опа. Проверим здесь теперь. Вот, пожалуйста, пока мы спали, смотрите, следы косули. То есть она здесь ходила, а мы не слышали, потому что это свежачок, ребят. Слышу, что там правее чуть-чуть звенит, но у меня же стоит здесь закидушечка. Я сперва проверю здесь. Опа! О, слышите? Ого, там рыбка есть. Стопудово. Но я проверю сначала здесь закидончик. Хотя бы там червячок есть. Да, здесь, видите, ничего не сработало. Тоже можно переставлять. Искать его в другом месте. Это я, наверное, перенесу дальше вниз по течению. Там тоже интересные места. Поставлю там. О, гляньте как. Гляньте-ка. Ух ты, ё-моё. Наверное, что-то зацепилось. Ребята, по-моему, ментус, ребят, еще один. Ребятки, есть, ребятки, еще один, Виталь. Какой классный! Ты посмотри, какой толстячок! Мой красавец! Спасибо, что ты у меня клюнул, дружище. Невероятно красивая рыба. Слушайте, он какой-то толстый вообще. Может, это? И, конечно, я его отпущу. Ну, слушайте, это такой уже, наверное, проходной. Все равно отпущу. Вот жалко. Если где-то в Сибири они признаны, кстати, сорной рыбы, и на них даже нету нормы вылова, то у нас налим вообще на грани исчезновения. Надо его как-то теперь... А у него такие эти острые зубки. Ай-яй-яй-яй. Нам бы какой-нибудь экстрактор сейчас. Посмотрите, какой красавец. Это ж налим. Белорусский налим. И малыша, конечно, отпущу. Пускай идет и, так сказать, растет большим и красивым. Чтобы потом мы могли ловить большого налима, килограммового налима. Спасибо тебе, дружище, за то, что ты клюнул. Спасибо. Давай идти. Небольшой крючок у меня был. Это этот сев. Ну, совсем небольшой. Я могу сказать, что, мне кажется, на такой крючок можно даже леща ловить. А люди на такой джигуют, прикиньте. Не, ну окуня, наверное, маленького, там сантиметров до 30 нормас ловить. Но если щуку трофейную, там... Да даже от килограмма щуку таким уже особо и не половишь, не знаю.
Все закидушки разбросила, и сейчас хочу половить на фидер. Для этого мне нужно будет замешать корм. Друзья, как вы знаете, я очень неосторожно обращаюсь с вещами. Я выпадала из лодки, а точнее у меня из-под сака вылетал телефон, за которым я выпрыгивала из лодки. Сейчас так получилось, что я испортила свой шуруповерт, потому что оставила его под дождем. Я же не думала, что у него, допустим, нет защиты IP68, как в моем телефоне или в других устройствах типа эхолота или подводной камеры. Впереди рыбалка не только летом, впереди зима, и мне нужен шуруповерт, который сможет по мощности вытянуть обязательно мой ледобур, потому что в прошлом году я привыкла делать луночки при помощи своего любимого Редверга. И познакомлю вас со своей обновкой. Не знаю, известно вам или нет, но есть единая аккумуляторная платформа. Это значит, что от одного и того же аккумулятора у меня могут работать мой шуруповерт, моя маленькая пила, моя большая цепная пила, мой триммер для травы и даже светодиодный фонарь, который у меня появился этим летом. Я решила не брать то же самое, что у меня было до этого, и приняла решение взять новую модель. Она доукомплектована. И этот шуруповерт у меня идет в специальном удобном пластиковом кейсе для транспортировки, в котором я, соответственно, смогу его прятать во время дождя. Открываю я это дело все впервые. Как всегда, меня встречает здесь инструкция по эксплуатации, сам шуруповерт, ручка для него, есть зарядное устройство и аккумуляторная батарея в комплекте. Также у производителя мне удалось заказать две пильных цепи. Одну на большую пилу и вторую на маленькую. Такая вот батарейка, которая подойдет, естественно, и для всех моих других устройств. На батарейках Redverg есть индикатор зарядки. Вы нажимаете вот эту вот кнопочку, у вас горит либо одно, либо два, либо три отделения, и которые показывают, соответственно, уровень заряда в батарее. Специальное зарядное устройство. Такой своего рода стакан, который подключается к сети 220 вольт. Для чего производитель положил ручку в комплект? Для того, чтобы с шуруповертом непосредственно можно было осуществлять работы во время включения ударного режима. Это у нас кнопка включения шуруповерта. Есть три режима работы. Первый режим — это режим сверла. Второй режим — режим шуруповерта. Третий режим, сейчас переключим, это ударный режим. Во время работы включается подсветка. Обратите внимание на то, сколько электрических инструментов может работать на этой единой аккумуляторной платформе. Пробежимся по основным техническим характеристикам нашего шуруповерта. У него есть две скорости, которые переключаются здесь. На первой скорости шуруповерт осуществляет 500 оборотов в минуту, на второй скорости 2000 оборотов в минуту. Крутящий момент у него 120. Напомню, что для того, чтобы использовать шуруповерт вместе с ледопуром, крутящий момент должен быть выше 85. Здесь у нас расположены ступени регулировки крутящего момента. Всего 24 ступеньки. Уровень шума при работе с шуруповертом составляет 92 дБ. Это кнопка переключателя реверса. Рукоять шуруповерта обрезинена для того, чтобы не скользила в руках, и она умеет удобный хват. Двигатель у изделия бесщеточный, что существенно продлевает его срок службы. Батарейку можно снять, нажав на клавишу на батарейке, которая находится. Установить обратно батарейку, мы заводим ее в шуруповерт до щелчка. И шуруповерт, соответственно, готов к работе. Устанавливаете сюда нужный какой-то инструмент, насадку, наконечник. И эксплуатируйте его. У кого-то это ледобур, а у кого-то это сверло, а кому-то просто надо выкрутить винт. Такой шуруповерт можно использовать в быту, на природе, на рыбалке, на охоте, на даче и даже при выполнении каких-то более серьезных строительных работ. Открываю пачку корма и замешаем. Я сначала хотела замешать две, посмотрела по погоде и подумала, подождите. Попробуем хотя бы одну. Ой, какой хороший плавный ход у него, а? В этом режиме. Мне нравится. И
И обязательно размешиваю на 2 скоростью, для того, чтобы корм стал пушистым. Вот такие вот устройства Redwerk сегодня у меня с собой. Это единая, повторюсь, аккумуляторная платформа. Это шуруповерт. Это большая цепная пила, бесщеточная. И это вот такая вот маленькая пилочка. Все устройства не нуждаются в особом уходе. Пилочку и эту пилу вы заправляете просто маслом. Все батарейки просто перезаряжаете на специальных стаканах дома от сети 220 вольт. Попробую поймать какую-нибудь рыбку. Даже не знаю, что лучше поставить. Давайте попробуем начать с простого мотыля. Бросаю на эти завихорчики прям. Есть. Это мой топор. Надо пополнить, ребят, запас дровишек чуть-чуть. Сейчас попробуем перезаброситься, добавить в прикормку сразу парочку опарышей. Есть. И поплыли. Пробуем. Целый день горит костер, потому что прохладно. Возле костра вообще тепло, хорошо. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Обязательно комментируйте. Обязательно жмите на колокольчик для того, чтобы видеть все обновления. Самое интересное, что видите, он даже грузит ютубчик. Белая рыба клевать не хочет, хищник клевать не хочет. А чему хотеть клевать, если здесь белой рыбы нет? Если была белая рыба, она бы уже клюнула. Хоть какая-нибудь плотвичка, хоть вот такая милипили, хоть уклеечка. Красота же, ребят. Вообще просто нереально. Весь лагерь, видите, каким лесом таким. Достаточно молодым, кстати, окружен. Я посмотрела по карте. Здесь видно, когда-то была вырубка, но лес уже обновился, лес уже подрос. Здесь стоит туалет, там стоит палатка. Это палатка-баня. Все стоит, конечно же, ближе к берегу, чтобы можно было наслаждаться этим видом. Ну, красота! Хорошо. Нужно радоваться жизни, правда? Скажите, ребят. Хотим тут пробраться, посмотреть, есть ли подъезд к следующему месту. Почти добрались до интересного места. Ой, интересного обрыва. Нашли дорогу, с которой сошли, мы ее потеряли. Я не знаю как. Будем по ней возвращаться сейчас обратно. Вышли, ребят, вот на такую огромную поляну. Там он туалет сделан. Вот здесь вот большая беседка, есть скамеечки, кострища, куча камней и даже спуск к воде. Очень красивый пляж. Очень красивое прям место такое. Видно, что здесь часто людно. Здесь повырубали. Ну, ребят, я считаю, ребят, это ничего страшного, что люди это делают. По крайней мере, понимаете, вы хоть в такие места можете пробраться, посмотреть. Это ж интересно. Порыбачить в них, поночевать. А если люди этого не будут делать, оно все просто-напросто, все береговые линии зарастут и все. Даже голубое небо пробивается сквозь тучу, видите, да? Но это не очень хорошо, учитывая то, кого мы ловим. Хочу, пока светло, ребят, приготовить все ингредиенты для ужина. У меня будет простой ужин. Мясо с овощами и картофан, если не поленюсь. Все большими кусками нарезается для того, чтобы оно не разлезлось. Потому что я все протушу в котелке. Нарезаю шампиньоны. И мяско. Вот жарочка. Посолю овощи.
Ух ты, ребятки, красотища! Я иду проверять все закидушки. Буду поднадевать где-то червя. В тех местах, в которых были сработки, я, конечно же, оставлю. Почему? Потому что налим может быть еще в тех же самых местах, а могут быть больше, могут быть меньше, неважно. Но в тех местах, где нашли дорогу, там они все ходят, питаются. Ребята, у меня поклевочка, бегом. Лечу. Еще вот только потемнело. Подойти посмотреть. Поклевка была. 100%. Я ж не просто так услышала. Колокольчик. Червячка сразу с собой взяла. Еще и сразу для того, чтобы вытянуть вот сюда. Опа. Смотрим. Ага. И уже у меня, видите, все объято. Шлеп. И смотрите, что у нас тут готово уже. Вот такая вкуснота. Ой-ой-ой. Все, ребят, слушайте, ну, пока походила, троху прогрелась, нормально. Банька сейчас будет. Колокольчики везде стоят, поэтому если будет где-то поклевка, мы обязательно услышим. Почему? Потому что такой тишины, как вот на этой рыбалке, у меня еще никогда в жизни не было. Это просто, я не знаю, тут тихо, как в гробу. Ой, ну это же благодать. Хорошо, но сегодня получится 3 раза где-то прогреться вот так вот и помыться. Вот работа здесь, ребят, произошла. Вот в чем дело, понимаете? Или матрешки, я только сейчас с тобой пробьемся туда. Нам нужно было с тобой ходить, а мы сейчас с тобой... Ну ладно, главное не... Оба! И... Оба! Ну что, кто-нибудь есть здесь? Никого нема. Никого здесь нет, мне кажется, почему-то. Никого нет. Вот это, наверное. Да, здесь. Сошел, по-моему. Крючок на месте остался. Ничего не обломалось, ничего не оборвалось. Идем, ребят, обратно, а потом перезабросимся. Но вот здесь вот была поклевка, походу. С легким паром мне. Вот уже попарилась. Свеженькая, смотрите, парчела идет просто нереально. Иду в палатку для того, чтобы просохнуть и одеться, конечно. Все, и можно будет спокойно кушать. Картофанчик. Я люблю зажаристую картошечку. Ух, вкуснота. Картошка супер. Мяско. Огонь. Просто супер. Морковочка супер. Цукини супер. Где-то даже должны быть грибочки, правда. Такое ощущение, как будто они вечно растворяются. Вот. Очень вкусно. Мой любимый помидорчик с сыром, майонезом и чесночком. 9 часов вечера, ничего сейчас не клюет. В прошлый раз первая поклевка произошла, точнее вчера произошла ближе к 12, поэтому я думаю, что можно взять немножко полежать и поставить просто будильник. Очень не хватает собаки.
очень не хватает. Вот везде, вот он бы сейчас бы здесь лежал, такой мягкий, такой теплый. Везде бы все время шумел, везде бы все время... Вообще, вы просто не представляете. Это какой-то просто ужас. Не знаю, просто, наверное, мозг привыкнет к этой тишине гробовой. Но реально тишина как гробовая какая-то, ну... Вообще просто ни звука. Даже в животных не ходит вокруг, представляете? Вообще никаких. Утро, завтрак. Ночью приняли решение не вставать. Просто круто. Отдохнули, поспали в палатке. Сколько? Это с 10, 10, 11, 12, 7, наверное, 9 часов. Видите, все равно мешки под глазами. Ну и вроде сработок никаких сейчас не слышно. Вчера так уже звенел один колокольчик. Такая вот рыбалка получилась на Налима. Это первый выезд в 2024 году осенью. Поздней, в ноябре. В середине декабря уже будет на него запрет. Я надеюсь, что мы еще на него выберемся. Друзья, если вам нравятся такие видео, если вы любите активный образ жизни, если вы любите рыбалку, как люблю ее я, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем не хастань чеши. Пока!